Упадет ли Эйфелева башня, а если упадет, то когда? Об этом активно обсуждается во французской прессе с появлением многочисленных недавних статей о своем критическом состоянии и появлении Эйфелевой башни на обложках. Это символ Франции, который вновь будет в центре внимания во время Олимпийских игр. Тем более, когда это очень важное событие, и для этого события строят очень много инфраструктур в Париже, как le Centre Aquatique de Saint-Denis. Поэтому многие задают себе вопрос о ее состоянии. Сколько же времени осталось до того, как она упадет? Разберут ли ее? А не поздно ли еще подняться на Эйфелеву башню? Что? Еще один французский монумент, который исчезнет, как Нотр-Дам-де-Пари, которая пострадала от пожара в 2019 году? Об этой теме мы поговорим в этом выпуске. До того, как это видео начнется, вы можете подписаться на этот канал. Это очень важно для развития и поддержки канала. Спасибо. Ну что ж, упадет ли Эйфелева башня, а если упадет, то когда? Эта тема была поднята многими специалистами, которые подали вызов, прилагаясь на многие конфиденциальные отчеты от экспертов с 2010 года, которые раскрывают о технических дефектах обслуживания и степенях повреждения монумента. Давайте пройдем по порядку по элементам, которые разрушают постепенно структуру Эйфелевой башни со временем. И если ничего не сделать, тогда дела плохи. Вот поэтому специалисты и беспокоятся. Во-первых, время. Металлическая структура Эйфелевой башни, она стареет, она изнашивается. И это нормальное явление, ее уже все-таки 133 года назад построили. И мы, французы, нам нравится говорить эту фразу. Le bois, comme le métal, il travaille, il fatigue. А еще она подвергалась перегрузкам и значительным преображениям с момента ее появления. Также Эйфелева башня подвергается условиям погоды, изменению температуры, к дождю, ветру, и из этого проявляется коррозия и ржавчина. Эйфелеву башню перекрашивают каждые 7 лет руками в такой вот специальный светло-коричневый цвет, чтобы лучше интегрировать парижский пейзаж. Хотя в реальности ее оригинальный цвет красно-коричневый, и она не должна была стоять так долго, а всего лишь несколько лет, 10 лет после выставки в честь столетия французской революции. На обновление выделяется очень много денег, очень много краски, 60 тонн краски, это как 17 грузовиков, и чтобы перекрасить полностью башню, это как перекрасить 3 футбольных стадионов. Но и даже выбор краски как способ обновления, как завещал Gustave Eiffel, la peinture est l'élément essentiel de conservation d'un ouvrage métallique, et les soins qui y sont apportés sont la seule garantie de sa durée. Недостаточно для ее сохранения. И даже если ты добавишь антикоррозийные средства, коррозия все равно образуется, а еще и вздутие и растрескивание краски. И так как ее постоянно перекрашивают, она изнашивается из-за повторных слоев краски, которые со временем, естественно, снимают. Но хочу вас обрадовать, не беспокойтесь. Вызовы специалистов – это всего лишь предупреждение, чтобы лучше за ней следить, улучшить ее техническое обслуживание, чтобы предотвратить риски. Il faut toujours faire mieux et améliorer les choses. Il est toujours mieux prévenir que guérir. Управляющий директор компании Société d'exploitation de la Tour Eiffel подтвердил, что за Эйфелевой башней тщательно следят, и заверил, что компания по перекрашиванию Эйфелевой башни в такой золото-коричневый цвет для Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024 году, она для того, чтобы лечить и защищать Эйфелеву башню. Не все дефекты набирают максимальный балл. И 68 элементов в отчетах от экспертов, на которые Марьян ссылается, они всего лишь второстепенные и будут постепенно заменяться. Сколько раз я уже поднималась на Эйфелеву башню и хочу вам сказать, что она в хорошем состоянии. И да, Эйфелева башня будет стоять во всей своей красе и отмечать в этом году свое новое достижение высоты 330 метров. Это уже 5-й раз, как она меняет свою высоту с установлением новой антенны у своей верхушки. И нет, Эйфелева башня не упадет ни завтра, ни послезавтра, ни послезавтра. Она просто устала. Нет никаких ограничений туристам на вход, и ты можешь без проблем подняться. Кстати, в конце я объясню, почему я поставила такой фон для своего первого видео, и почему мне так тяжело подниматься сейчас.
Как только ты входишь на периметр Эйфелевой башни, есть такой небольшой маленький парк, где все так спокойно, где плавают карпы, кои и утки. Да, я знаю, для туриста это удивительно. Увидеть такой маленький рай для уток, прежде чем увидеть эту огромную очередь туристов. Сюда все-таки приезжают каждый год 7 миллионов, и билеты нужно бронировать через интернет за 2 месяца до своего визита. Есть два варианта подняться: либо через лестницы, либо через лифты, которые поднимаются под давлением воды. А вот уже наверху смотровые площадки и звездочные рестораны. Вначале многие выступали против этой башни, ее считали некрасивой, говорили, что она как-то портит парижанский пейзаж. Некоторые даже писатели поднимались специально на Эйфелеву башню, просто чтобы поесть в ресторане и в знак протеста не видеть ее. Но я ее считаю всегда прекрасной. И всегда рада подняться на Эйфелеву башню каждый раз. Ночью она зажигается, elle brille de mille feux, она блестит. И когда-то до создания электричества на самой своей верхушке горели фары из газовых лампочек. Ну что ж, пришло время объяснить вам, почему у меня в этом видео такой фон. Все потому, что я поставила рекорд на Эйфелеву башню с грузами на ногах. Тем, кому интересно, эта книга называется RxL World Record. У них простое участие, поэтому я решила, почему бы и нет, почему бы я тоже не поучаствовала бы в рекордах и отправила свое видео. Единственное, это то, что я не могу закачать видео о моем рекорде на своем канале, потому что это условие участия. Поэтому, если вам интересно, вы сможете его найти на официальном YouTube-канале RxL World Records. Когда я первый раз поднималась, у меня камера отключилась, поэтому записался всего лишь кусочек от моего видео, и я его, естественно, выложила в этом видео как фон для моего первого видео. Когда я делала монтаж своего видео, это было смешно увидеть людей, как они сзади меня смотрят на мои ноги. А еще мне было так трудно разговаривать, потому что я все время думаю на французском, и переводить мои мысли — это невероятно трудно. Мне в радость поделиться своим рекордом, поэтому надеюсь, это видео вам понравится. Я много делала там ошибок, поэтому найдите, скажите, какие там есть ошибки, и мне это поможет усовершенствовать мой русский. Поднялась только что несколько лестниц, то есть не лестницы, pour libre, чтобы свободнее снимать, чтобы мне люди не мешали, потому что была очень огромная. Эйфелеву башню не показать вам, как здесь все выглядит невероятно красиво и зеленое. Сейчас же август. Je ne peux pas faire un effort physique и parler correctement. Смотрю, на этом билете написано 130 метров. Сейчас очень сильно мешают люди. Люди поддакивают даже. Металлическими кадрияжами. Очень похож билет на диснеевский, как вспоминаю свое детство, когда я ходила в Диснейленд и были на этих билетиках Микки Маус нарисован. Очень выглядит как какой-то аттракцион. Я бы не отказалась бы от стула сейчас. Было очень много людей, все они толкались. Неловко доставать камеру и снимать. Очень красивые ноги после этого, когда качаю. Когда ноги начинают трястись, пытаясь удержать как-то свое равновесие. Приостанавливаешься, у тебя нога так, знаете, дрожит. В этот момент ваши ноги сдают вас, и вы только дрожите. Сами посмотрите, у меня все ноги трясутся. Все люди заняли лавочки. Мне нужно найти какое-то место, чтобы это снять. В синих или голубых я путаюсь всегда. Ходят фотографы, которые снимают людей с видом на Париж. Я здесь застряла. Только у меня ноги. Мне очень тяжело разговаривать на языке, которым я не владею так легко. Свобода. Свобода, но я все еще дрожу. У меня ноги, я еле хожу. Так непривычно, как будто я из космоса, как будто я на какой-то луне. Мои ноги такие
Мои ноги такие легкие. Мне все ноги дрожат. Мне все ноги дрожат. Плакала, когда мы поднимались. А, да? Я тоже. Сейчас потею. Скорее же дома. Не представляю, как на второй день будет. Like шведский президент. Было бы быстрее, если бы я это бросила. Весь второй этаж закрыт. Он приезжаешь. Нашла скамейку. Не смогу передохнуть. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez laisser votre commentaire ou like. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne parce que ce n'est pas la fin. Il y aura pas mal de vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Et je vous remercie du fond des cœurs d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur, une bonne journée et bisous!
Пока!